Вы когда-нибудь задумывались, каково это оказаться в Тихом океане в полном одиночестве? У вас нету ни еды, ни воды, ни нужных принадлежностей для выживания. Есть только вы и ваше отражение на водной поверхности. Жутковато, не правда ли? А что, если я вам скажу, что существует человек, которому все это совсем не страшно? Человек, чье мышление и навыки помогли выжить при подобных обстоятельствах. Знакомьтесь, это Хосе Сальвадор Альваренго. Родился он в 1975 году. Являлся сальвадорским рыбаком, который был найден 30 января 2014 года в возрасте 36 или 37 лет на Маршалловых островах, после того, как он провел 14 месяцев в дрейфе на рыбацкой лодке в Тихом океане. Правда впечатляет? Уверен, что да. А теперь погрузимся в подробности данной истории. С самого начала рыбалка Хосе Альваренги казалась обреченной. Он планировал провести 30-часовую смену глубоководной рыбалки, которая позволит поймать акул, марлинов и парусников. Эти трое были особенно прибыльной рыбой, и если бы их было достаточно много, они бы принесли ему изрядную сумму денег. К сожалению, его обычный товарищ по рыбалке, еще один мореходный рыбак, работавший на его работодателя, отказался плыть с ним в последнюю минуту. Однако Альваренго не беспокоился и выбрал другого человека по имени Эсекиоль Кордова, которому было всего лишь 23 года. Несмотря на то, что он никогда раньше не работал с Кордовой и даже не разговаривал с ним, Альваренго счел неопытного молодого человека подходящим для путешествия. Оно должно было быть коротким, чуть больше дня и относительно близко к берегу. 17 ноября 2012 года пара отправилась в путь на 24-футовой лодке из стеклопластика с небольшим мотором. На борту находились различные рыболовные принадлежности, портативное электронное радио и большой ящик со льдом для хранения рыбы. Путешествие оказалось таким обильным, как и надеялся Альваренго, поскольку вскоре они поймали более 1000 фунтов рыбы, почти переполнив свой холодильник. Но радовались они недолго. Через несколько часов начался шторм, который продлился аж целых 5 суток. Хосе и Кордова изо всех сил пытались направить лодку в сторону берега, но из-за дождя было невозможно разглядеть, в какой стороне находится суша. Дополнительное отягощение создавал улов, который добыли рыбаки, и чтобы облегчить маневрирование, пришлось сбросить весь свой обильный улов обратно в воду. Наконец, настал момент, когда буря закончилась, и здесь мужчины смогли адекватно оценить весь принесенный урон. Почти все рыболовные снасти плавали в море на расстоянии нескольких километров, а их мотор был сломан. Практически вся портативная электроника была повреждена. Также на борту была резервная батарея рации, и заряда на ней было достаточно, чтобы передать сообщение спасателям, но, увы, зарядка на ней села до того, как они собрались это сделать. Теперь Хосе и Кордова по факту были практически лишены всего для того, чтобы выжить. Их положение стало очень тяжелым. Море было таким спокойным, что это нервировало. Температура поднималась выше 30 градусов, а сухой воздух вытягивал оставшуюся влагу из их тел. Мужчины прилагали все усилия для того, чтобы не умереть. Они собирали пищу из всех возможных источников. Ловили рыбу, черепах, медуз и мелких морских птиц. В качестве питья они использовали дождевую воду, однако дождей было мало, поэтому в основном они пили кровь черепах или собственную мочу. От изнурящего солнца им приходилось укрываться в коробке для хранения рыбы. Проходили недели, и внешний облик друзей принимал все худший и худший вид. Кордова начал съеживаться, особенно вокруг глаз, и Альваренго не мог не заметить сходство между эмблемой в виде черепа и скрещенных костей на толстовке молодого человека. Обхваты Альваренги тоже были на несколько размеров меньше, и его сила убывала, но его ум
оставался острым. Дни уверенно превращались в недели, а недели в месяцы. Каждый из них уже давным-давно потеряли всякую надежду на то, что их спасут, и рассчитывали только на то, что мимо проплывет судно, которое заметит их. Но в отсутствии навигации возможность быть замеченным просто угасала. Со временем Альваренго нашел себе дело по душе. Точнее, он научился отслеживать время, считая фазы Луны. Можно сказать, что он вырос на воде и большую часть жизни провел в море. Питаться морепродуктами стало для него абсолютной нормой и привычкой, а у Кордовы все обстояло ровно наоборот. К 4-му месяцу он был истощен морально и физически. Его тело начало страдать от последствий жизни, потерянной в море, и постепенно заболевало, поедая сырую рыбу, птиц и черепах. Вскоре после того, как его состояние максимально ухудшилось, он и вовсе перестал есть, и единственное, чем он занимался, так это спал. И вот наступил момент, которого так опасался Альваренго. В один из дней Кордова уже не проснулся, и это означало, что дальнейший путь ему придется провести в одиночестве. В течение 6 дней после смерти Эсекиоля Хосе не трогал его тело, надеясь на то, что в ближайшее время лодку найдут, и тогда его можно будет похоронить как положено, но этого не случилось. Наконец, Альваренго осознал, что не достигнет берега, и выбросил труп за борт. В последующие дни он подумал о самоубийстве, но его сильная религиозная вера в конечном итоге помешала ему это сделать. Он верил, что справится, что спасение уже близко. Отсчитав 15-й лунный цикл и проведя более 400 дней в море, Альваренго наконец увидел то, о чем мечтал больше года – Землю. Его небольшая лодка отплыла на юг в отдаленный уголок Маршалловых островов, примерно в 6000 миль от того места, откуда он отправился в путь. Он тут же бросил свою лодку и доплыл до берега, где наткнулся на пляжный домик. Вышедшие навстречу местные жители дивились картиной, как перед ними стоит обросший истощенный человек в рваном нижнем белье. Он держал в руках нож и вопил на непонятном нам языке, вспоминает Эми, владелица домика. С помощью жестов они дали понять, чтобы он опустил оружие. Мужчина бросил нож на землю, продолжая что-то выкрикивать, и упал на колени. Он был почти без сил и повторял, очевидно, свое имя – Хосе. Хозяева одного из домов дали ему еду и питье, наблюдая, как он, не поднимая головы, как дикий зверь, поглощал еду. Также Эми дала Хосе бумагу и ручку, чтобы тот хоть что-то написал о себе, но местные жители не понимали испанский. На помощь пришел студент-антрополог из Норвегии, который проходил там стажировку. Благодаря ему ситуация прояснилась. После трапезы местные жители позвонили в мэрию, и Альваренгу посадили на большое транспортное судно, которое доставило его в крупнейшую больницу на Маршалловых островах. По прибытию мужчина сошел с лодки перед камерами новостей и репортерами. За несколько дней он прошел путь от самого одинокого существа, которое только можно себе представить, до самого разыскиваемого интервью на планете. Он понятия не имел, как себя вести, так как был напуган и попросту боялся людей. Поскольку репортеры постоянно его преследовали и не давали возможности нормально восстановить силы в палате, он попросил больницу оградить его от них, так как они тайно проникали в нее. Он стал называть их «Лас Кукарачас» или, простыми словами, тараканами. Таким образом, Хосе провел в больнице около месяца, после чего отправился домой, но не в Мексику, поскольку ранее он проживал там нелегально, и государственные власти запретили ему въезд. Он отправился в Сальвадор, где состоялась первая и долгожданная встреча со своей семьей. И уже на своей родине он прошел еще один лечебный курс по восстановлению здоровья. Изначально мало кто верил в историю мужчины.
Во-первых, Альваренго оказался слишком здоровым, чтобы провести больше года в море. Врачи предположили, что у него должна была быть цинга, болезнь, возникающая при нехватке нужных витаминов. Во-вторых, несколько морских экспертов отметили, что нужно было бы плыть по особенно прямой линии, чтобы достичь точки Маршалловых островов, что было бы почти невозможно без рулевого механизма или навигационной системы. Однако некоторые из врачей подметили, что его морская диета, состоявшая из мяса птиц и морских черепах, на самом деле содержала большое количество витамина С, который был бы полезен для предотвращения цинги. Несоответствие в его маршруте также было прояснено, когда исследование Гавайского университета доказало, что океанские течения должны были направить его прямо на остров, на который он прибыл. Также выяснилось, что была выслана поисковая группа на их поиски, но видимость была слишком низкой. К тому времени, когда буря утихла, все решили, что два рыбака в маленькой лодке давно ушли под воду. Позже, в 2015 году, он дал серию интервью о своем испытании журналисту Джонатану Франклину, который опубликовал его рассказ как книгу «438 дней. Необычайно правдивая история выживания на море». Вскоре после выхода книги семья Эсекьоля Кордовы подала в суд на Альваренгу на $1 миллион. В иске утверждалось, что Альваренго никогда не выбрасывал его тело за борт, а вместо этого съел его, чтобы выжить. Однако его адвокат категорически отверг обвинение, и Альваренго даже прошел проверку на детекторе лжи, чтобы доказать это. Так и закончилась данная история. Сегодня Альваренго живет в Сальвадоре, в маленьком городке, окруженном землей, настолько далеко от воды, насколько это возможно, ведь вода однозначно больше не его друг. Благодаря своей силе духа и вере в жизнь, Хосе смог остаться в живых и поделиться данной историей со всем миром. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наши YouTube и телеграм-каналы. Поставьте лайк и не забывайте, что любая тайна рано или поздно становится явной. Пока!